Всем здорово, народ! Продолжаем с вами играть котейчики, ПВПшным, подниматься по лидерборду вверх, естественно. И я уже прямо вот в нетерпении, уже прямо на стульчике ерзаю, совсем чуть-чуть не осталось, чтобы я начал покупать шмот. Ну, там рейтинг нужно сначала апнуть, да, потом уже появляется возможность шмот себе дополнительный взять. И вот когда у меня появится хайгир, бош, там будут цифры депоса еще больше, чем сейчас, а в данную секунду они уже невероятно солидные, поэтому, да, чуть-чуть осталось подапаться. И пойдет левелап по гиру. Значит, первая котейка, играем против разбийника. И в идеале, конечно же, здесь его именно зафокусить. Пока что они там развлекались. Я особо свои кнопки вообще никакие не тратил. Просто немножечко сбил позиционку вражескому ДЦшнику. Сейчас туда пошла немота, фир от моего воина. И у разбойника реально начинается проблема. Мы сейчас можем просто его загасить. Но зубы, окей, вовремя прилетают. Приз все-таки выхиливает, поднимает. Отлично. Пошла тропа от охотника в никуда. Варыч из нее вышел. И сейчас в идеале, конечно же, да, пересесть на приста, потому что зубы отдал, сейвы отдал. И можно просто снести ему лицо. А разбойник убежал вражеский, просто решил болт забить полностью. Не помогать там ни станами, ни параличами. Да, ну и все, и мы ДЦшника скушали. Завершилась у нас первая разыгровочная каточка, летим, соответственно, дальше. Против нас Анхоли ДК, Афли Варлок и ДЦ Прист. На самом-то деле у них такая неприятная комбинация, да, у них Варлок дотки накидывает очень много, Анхолик, понятное дело, короче, гниющий сетап у них, они просто болезнью раскидываются и могут за пиларами очень долго мансить, и как будто бы, да, для нас это не самый приятный расклад. Учитывая, что у меня Элем Шаман в команде, вообще в среднем, конечно, мне нравится играть с Элемами вместе. Когда я за ДК играю, с элемами приятно, когда я за Варлока поигрываю, тоже с элемами очень неплохо так бегается. Но вот в данной ситуации не знаю, как будто бы будет очень тяжело ему постоянно бегать, кастовать, если противники начнут мансить возле пиларчиков. Значит, подморозил здесь Афлика, потому что у него нет тринкета, и решил забуриться все-таки в ДЦ приста. Опять же, по ситуации, по контролю выдал немоту, но мне вот мой, видишь, шаманчик не особо помогает. Плюс там вражеский анхолик в соло напрягает моего холи паладина. Пока что все не очень радужно выглядит на самом-то деле. Тяжеловато играть. Но смотри, в Афлика упарываться такое себе, потому что его пробить будет максимально сложно. Можно было бы попробовать убить анхоли ДКшника вместе с моим Элем Шаманом, если бы он особенно там позиционку руинил, допустим. Откидывал его постоянно, да. Это было бы более логично и более, наверное, вероятно. Но вот что-то как-то все-таки я решил именно по ДЦшнику здесь поиграть. Потому что, видели, я в моменте забежал достаточно глубоко к врагам и просто на себя все внимание Афли Варлока принял. И ДЦшник тоже, соответственно, вместе со мной и вот с этим Афли Варлоком разыгрывал. А мои тиммейты, Элем Шаман и Паладиныч, они уже там развлекались в соло против вражеского ДК. По сути, такой равноценный обмен у нас произошел. Значит, здесь кикаем фир Варлоку. Откатывается зеленка очень прям вот важно и вовремя, потому что без зеленки сейчас было бы мне максимально неприятно. Здесь я, знаешь, что решил сделать? Вытянуть приста просто поближе к себе на центр, чтобы он бежал до пилара, потратил время, плюс рядом был мой шаманыч. Неприятный фир ловится, я не знаю. Просто как будто бы не хватает шамана мне здесь в этой игре. Он бегает, и вот про то, что я и говорил. Ему очень тяжело здесь что-то вот как-то до кого-то добежать. У него позиционка супер плохая, он не понимает, как ему в бою здесь притулиться, как разыграть и так далее. И поэтому приходится, по сути, в соло здесь туннелить вражеского ДЦшника. Да. Ну, посмотрим, что у нас дальше будет. Я просто забавно сейчас наблюдаю за этим шаманом в полглаза. Он просто бегает вокруг пиларчиков, пытается когда-то вот угнаться. Ему бы на месте просто встать и дамажить того противника, кто под него выходит. То есть сейчас ему нужно было бить, вот, допустим, ДК или Варлока. Ему не обязательно бегать за мной и вместе со мной за престом. Просто в этом смысла-то вообще нет. Он просто не может дамажить, пока бегает. Вот, пацанчик, видимо, пока что этого еще не понял. Ну ничего, может быть, адаптируется. Залетает фуловый хекс по анхолику, это дает нам время, потому что нас никто не замедляет оковами. Можно спокойно подбежать к ДСшнику. Сейчас немота очень хорошая, во время откатывается, можно будет убить, если хватит депоса. Небольшая помощь, у меня залетает койл неприятный от Варлока. Вот они помогают ДСшнику, мне почему никто не помогает? Алло! Дайте силы! Нормально. Дожал все-таки ДСшника, чуть-чуть шаман помог по итогу, но... Такая катка максимально, короче, сумбурная. И здесь, я не знаю, шаман просто, по сути, весь бой, весь файт не мог найти себе место. По поводу анхолика вражеского. Вот было в моменте видно, что он практически убил моего паладина. Ну, там еще бабов, понятное дело, был, но тем не менее. Но вот смотри, он когда Гаргулю призвал, Гаргуля закончилась, все. Шаман 38 тысяч депоса.
Народ, если вы искали себе кастомный сервер по WoW 3.3.5, то предлагаю присмотреться к проекту Наздор. А если вы искали дополнительный контент в виде гайдов на различные классы, спеки гайдов, на аддоны гайдов, на интерфейс, то это все есть у меня на Бусти, где уже скопилось больше 70 видосов. Также там есть личный чат, в котором вы можете мне написать, и я отвечу на все ваши вопросы. Поэтому, если планировали поддержать мой канал копеечкой, то все ссылки в описании, переходите. Всем спасибо, погнали дальше. Но это ладно. Летим третью каточку. Тут сейчас будет интересно, поскольку у меня в сокомандниках это не Frostmag, это не Firemag, это Аркан Меджа. В принципе, играть можно, почему бы и нет. И здесь вот, конечно, с магом по хилу отыгрывать не всегда приятно и не хочется, потому что лучше какого-то дамагера фокусить. Невероятно кайфово, ненасытная стужа залетел, посмотри. Просто всех троих в стан определил, соответственно. Благо у них никто решил не тринковать. Там что, умные игроки, что ли, против нас попались? Они просто втроем все постояли в контроле. В это время мой маг, конечно, мог там подиспелить кого-нибудь, но тем не менее. Тринкеты из них никто не потратил, и это для них очень хорошо. Залетают зубы от приста, не понял, зачем так рано. Могу, мне кажется, попозже дать, а сейчас он, по сути, свою кнопочку просто в никуда отправил. Залетает немота в приста, залетает фир в приста. И вот я здесь решил в моменте, да, переключиться на ДСшника, потому что такой подумал, он зубы потратил, возможно, мне хватит депаса его добить, но это на самом-то деле ошибка с моей стороны. Это действительно ошибка, не стоит такое делать, потому что у тебя в команде, когда маг, ты вообще, в принципе, не хочешь играть по лекарю. Пусть лучше он его контролит постоянно, и все. Плюс, когда ты играешь по дамагеру, это все равно его, ну, как ты понимаешь, так вот тильтит немножечко, он не может уже именно упарываться прям на все 100%, глубоко заходить, и, соответственно, он в депасе тоже теряет вражеский игрок, который на дамагере сидит, и из-за этого моего мага, ну, будут сложнее убивать, скажем так. Откатывается у меня броня, прожимочка идет, доп. Сила полетела, хороший прокаст от Аркан Мага и залетает в Энха. Энх умирает. А вот были бы зубы на престе, мог бы и спасти его сейчас, на самом-то деле. Но здесь да, просто видишь, вот переключился на шамана и спокойненько его добили. Ну депас колоссальный, я не знаю, Фрост это просто конфетка. Кстати, народ, подписывайтесь на мой телеграм-канал, там у меня из последнего и приятного это пост по аддонам, где я все разобрал, расписал по 3.3.5, ну и плюс, понятное дело, там весь дополнительный контент я постирую. Четвертая каточка, народ, сейчас будет супер красиво разыграна по контролю, я прямо помню, как мы ее, соответственно, играли здесь, ну, пример. Помню, что было красиво, вот, потому что у меня вот с разбойником получилось хорошо в моменте выдать череду контроля по друиду, насколько я вот запомнил, и мы за это время кого-то там загасили. Значит, немножечко заруинил позиционку ШПшнику тем, что его грипнул, потратилась тучка, это нас совершенно устраивает, прям отлично. У меня вообще еще ни одна кнопка, по сути, прожатая не была. Подбегаю ближе к друиду, его замораживаю, друида размораживают, и я начал прожимочку по престу. Нажал все свои бурсты, закинул немоту в рестора, и сейчас пытался убить вражеского преста. Гриппаю к себе поближе друида, чтобы накинуть на него волшебный поток. Соответственно, тоже небольшая немота в это время. И хороший блайнд залетает по друиду. Он почему-то тринкет так и не нажал. Сохранил свой тринкет. Хотя на самом-то деле он бы не успевал спасать все равно своего преста. И так мы его забили. И последняя на сегодня каточка, но не последняя по красоте. Как говорится, играем против разбийника. В очередной раз. Что-то разбойников развелось. Боже, в каждой катке почти. В каждой катке по разбойнику. Не люблю против них играть. Достаточно они, конечно, такие, знаешь, приятные булочки, чтобы их фокусить, с одной стороны. Но с другой стороны, блин, вот эти вот постоянные, да, эвейжены, плащ теней. Кнопочку нажал, еще раз эвейжен, плащ теней. Плюс постоянно дизармы в меня закидывают. А там еще и варыч есть. По сути, смотри, у меня вар дизарм закинул, сейчас у меня разбойник дизарм закинет. И все, и я просто бегаю такой магией своей, раскидываюсь. Но с другой стороны, опять же, они фрики в том плане, что они нажали в меня 2 дизарма подряд, когда я даже никакую свою прожимку не использовал. А вот сейчас как раз-таки, да, когда дизарм закончился, я прожался, и спокойненько мы, даже слишком спокойно разбойника уничтожили. Даже усиление рунического оружия не пришлось тратить. Вот так вот катка была выиграна. Но они просто решили полный болт забить на моего второго дамагера, на прото-паладина, или кто он там, прек, не помню, кто конкретно, но это большая ошибка. Я же вам показывал в видосах, насколько здесь паладины вообще ебанутые в хорошем плане. Еще с задержкой играл, сейчас, да, видели, навозился мышкой. 338 миллисекунд задержка. Не знаю, в чем был прикол. Это весь вечер какая-то такая неприятная ситуация с пингом. Вот такой вот у нас видос на сегодня, народ. Пишите ваше мнение в комментариях, что понравилось, что не понравилось. И выдавайте ваши идейки, может что-то гениальное у вас родилось, и вы хотите об этом рассказать, соответственно, мне, чтобы я потом воплотил в жизнь. Всем удачи, всем прогрессив в PvP, в PvE, всем на сегодня. Пока.